В глубине Баварских Альп скрывается ущелье, где вода ревет так, будто сама природа кричит. Это место веками пугало путников и завораживало путешественников. Мрачный гул подземных потоков и ледяных водопадов – все здесь будто живет своей тайной жизнью. Это Партнакхлам. Один шаг внутрь, и ты словно попадаешь в другой мир. Всем привет! Сегодня мы почти одинакового роста. Какое-то диво чудное происходит. Да, это я выросла на голландских окорочках. Да. У нее теория есть, что всех, кто 93-го, 94-го года. Все, кто родился 93-го, 94-го, может быть, чуть-чуть 92-го, в Украину был привезен голландский окорочок с гормоном роста, и все его кушали, и поэтому выросли почти 2 метра. Да. Ну, даже девочки почти 2 метра, 3 метра, 4, по-разному. Кто спорит? Потому что я знаю очень много людей 93-го года, и они все почему-то высокие. Да, но мы сегодня не об этом, но это краткое отступление такое интересное у нас сегодня началось. Мы побывали в очень красивом местечке в Альпах. Да. Оно называется Гармиш. Партенкирхен. Да, ну, короче, очень непростое название. Можно сломать язык, ухо и 2 ребра. Поэтому очень аккуратно с этим названием нужно. Я листала Инстаграм и нашла это место по рекомендациям. И я такая, все, надо ехать. Это находится очень близко к Мюнхену. Ну, буквально, может, час, да, 1,5 часа езды на поезде. А на машине еще быстрее. Там просто невероятно. Да, это, по сути, ущелье с нереальным видом реки. Посредине там просто водопады стекают с 2 сторон. Ну, все эти кадры мы в течение видео вам покажем. И округи местности. Просто вообще, когда видишь настолько большие горы, тебя что-то переполняет какой-то восторг, потому что море — это вот, например, один вид удовольствия, когда ты видишь нереальный простор, а горы — это другой вид удовольствия, который отличается, но также перехватывает твой дух. Да, это вообще настолько невероятно, ты чувствуешь себя таким маленьким на фоне этого масштаба, и это речечка, которая там течет, вообще какой-то волшебный цвет воды, это эти водопадики, которые стекают. На самом деле там из-за того, что очень облагорожено, вот эти всякие тропиночки, там платный вход, но ты можешь ходить туда-обратно. В течение дня, по сути. Да. Ну и чтобы пройти вот эту всю пещеру, где-то час требуется. Но мы, скорее всего, были там дольше, потому что мы сделали 1000 фоток, 1000 видео сняли. Так что, наверное, часа 1,5 или 2 мы шли только в одну сторону. И когда выходишь, ты можешь там пройтись по тропиночкам по лесу, но мы уже так устали, честно, что не хотели ходить, поэтому мы вернулись назад, потому что это настолько невероятно было. Ну, это не передать словами. Мне кажется, снова-таки каждый должен там побывать, чтобы понять эти чувства, эмоции, увидеть это своими глазами. Там, конечно, огромная сырость, очень шумная из-за этого потока воды в целом. И очень, туристы ходят, они, конечно, мешают туда-сюда пофотаться красиво. Ну, эти туннельки, пещеры в горах. Это как будто что-то, вот именно созданное природой. Ты поражаешься, как она тут так вообще выточила. Это ж вода, скорее всего, выточила эти формы там тысячелетиями, скорее всего. Да. Этот процесс происходил. И вокруг этих пещер тоже куча разнообразных полей, ручейков, всяких интересных мелочевок. Больше всего мне понравилось из животных это козлики и овечки отдельно. Козлики с большими достоинствами, я их зауважал. Но правда, когда закрываешь козлика в одном вольере, они начинают
немножко играться друг с другом. Ну, по-другому, понимаете? А мне больше всего понравились лошади. Почему? Потому что у нас в городе, в Украине, когда мы с Димой катались на лошадях, они были какими-то такими прибитыми, такие худенькие. Они, ну, понятно, Такие унылые максимально. унылые, какие-то грустные. А тут видно, или они их кормят отлично, может, из-за этой горной местности они прям такие дебелы, прям Упитанные, мустанги, прям упитанные. Очень сильно, Ну, как будто прям, в 2 раза больше. да, такие машины. И ты на них смотришь, и так восхищаешься этими животными. И там были и маленькие лошадки, большие, они там игрались на спинке. Ну, вообще, очень приятно за этим наблюдать. Особенно, когда все так Облагорожено. и облагорожено, и ты знаешь, что за этими животными следят и не Да, обижают вот их. видно, что эти животные, ну, как будто счастливы, вот реально, они максимально, ну, киношно выглядят, ухоженные, и хочется снимать, наблюдать за ними, потому что в них много жизни очень. Да, да. Ну, вообще полная рекомендация всем, кто приезжает в Мюнхен или поблизости, обязательно попадите в эту пещеру. Там вход платный, но он не такой уж и дорогой, я 10 считаю. евро вход. 10 евро вход, но оно того стоит 100%. Если сравнивать с этими ценами, где ты 10 евро только в Макдональдсе можешь поесть, а так, ну, это Да, 10 очень круто. человека, уточню. Да, там, по-моему, детям 5, и если у тебя есть вот этот гостевой билетик, там тоже какие-то скидки. Но у нас не было этих билетиков, поэтому мы заплатили 10. Ну, потому что это курортная зона, да. естественно. Да, и чтобы дойти до той пещеры, тебе нужно еще где-то минут 40, да? Сколько мы шли, может, минут 30, идти Да. пешком и смотреть за ручейками, за горами. То есть это просто такой активный, можно сказать, отдых. Не прям, что ты там бегаешь, ты просто много ходишь и восхищаешься. Восхищаешься природой, восхищаешься всем. Понятно, может, кому-то не нравится, что слишком много туристов, все дорожечки идеально вылизаны, кому-то нравится больше дикая местность, но это, честно, очень круто. Ну, туристов, я бы сказал, меньше среднего, ну, по Ну моим да. впечатлениям. Но там не прям, что тебе некак пройти. Там туристы так идут, уходят, выходят, а мы любим на одном месте задерживаться, чтобы сделать 1000 фоток, снять 1000 видео, поэтому вот так Да, вот. вода какого-то сумасшедшего цвета. Да, Дима очень- даже попробовал ее на вкус. Да, вот сейчас я добавляю видео. Она на вкус, в принципе, самое интересное, никто, наверное, не ожидает, это привкус пластика. Вот что самое интересное. Как будто, вот, я не знаю, как вам объяснить, но как будто реально пластик. Честно, я не пробовала. Мне хотела попробовать, потом эта мысль у меня вылетела из головы. Но для Димы это вкус пластика. Я не знаю, она почему так. сладкая, вроде вкусная, но привкус почему-то есть. И это, ну, меня удивило очень. Да, так что кто там был, попробуйте воду и скажите, как вам. Да, что вам это напоминает? Немного устал, но ничего страшного. Hvor vi en kender. Hello. Hello. Jeg synes, de undsinger, du har Shooting video now. Shooting video. Now, yes. Короче, пришли бабушки немецкие и начали с нами просто разговаривать. Я им говорю по-английски, что мы снимаем тут видео, они, наверное, не поняли Ну, нас и ещё начали просто с нами общаться. Да, откуда вы, что вы делаете? Да, вам надо выучить немецкий и работать. Когда домой спрашивают. Да, такие, когда домой, я говорю, спасибо. Хорошо, вообще отлично. Не, очень милые бабуськи. Да. Удивились, что мы живем именно здесь. Но Да. ничего, хотят пообщаться с нами, пусть общаются. Старайтесь путешествовать как можно больше, узнавать этот мир, в нем много интересного. Много чего прекрасного. Общайтесь с людьми, познавайте новое. Вообще, это так круто. В этом Да. и заключается жизнь. Чтобы жить.
Потому что день сурка, когда ты условно там работаешь даже 5 на 20 и одно и то же циклично повторяешь, ничего не меняя, то, ну, пролетают дни, и ты их просто не замечаешь. Жизнь так пролетает, и ты не замечаешь, и нечего вспомнить. А когда ты что-то интересное делаешь, что-то интересное происходит, и есть что вспомнить, у тебя богатый арсенал, как говорится, воспоминаний, есть что показать другим людям, есть чем поделиться, ты в целом эрудированнее становишься, просто узнавая этот мир. Так и главное, это не было чем-то таким сверху, что требует высоких затрат. Да, это нужно какие-то там накопления, там 10 евро вход в пещеру, там еще там то, но это не прям, я не знаю, это может себе позволить человек, который работает, который или накопил денежки, или, я считаю, это Любой стоит. может себе это позволить, Да. в принципе, в Германии, потому что вот этот проездной, который на поездах, метро, автобусах, он, Ты в можешь принципе, доехать куда угодно на нем, в любую точку практически можно доехать. даже в Австрию. Да, поэтому главное использовать этот шанс. Да. Хотеть двигаться, потому что жизнь — это движение. Движение, ты должен постоянно стремиться к чему-то, стремиться познать этот мир, потому что в этом и заключается жизнь. На этой позитивной ноте мы попрощаемся с вами. Да, До всем новых пока, встреч. удачного дня, Да. всем любви и путешествий. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пишите комментарии. Да. Всем пока. Пока.